Алло. Я слышу тебя, мы видим тебя. Володя, как ты? Да, конечно, слышу. Ну вот вопрос, я так и не пойму, какой у меня вопрос? Я ж, по-моему, все карты раскрыл. Какой ко мне вопрос? Да нет, ты Мое как-то отношение четкое и понятное в этом. не четко Ну, определился. есть Вырываешь из Пасха, себя. есть политический символ, который перекочевал в христианство. Перекочевал в христианство. И они что сделали? Так, это же еще полдела. Ладно, но там же Иисус говорил. Они, Подождите, я сейчас религия. очень важную вещь скажу. Иисус говорил, пейте кровь мою, ешьте тело мое, преломляйте хлеб. И вот это заходит вот таким вот образом в религию христианскую. И это как бы почему-то происходит тоже понятно, потому что крестили, да, там Владимир, допустим, наша взять, крестил этот Владимир, он, во-первых, выбирал из целой кучи религий, там 5 религий, он выбирал, какая больше подходит. И когда крестили, в один день не происходит какие-то изменения. Были язычники, они везде здесь жили, они там поклонялись, им сказали, да берите эти свои куличи, да приходите к нам, да и мы их посвятим, будет все тоже, как вы раньше жили. Понимаете? Почти ничего не изменится. Вот так оно зашло. Вот так оно так до сих пор просуществовало. И люди до сих пор не знают, откуда и почему так. Опять, Сережа, опять вопрос про людей. Мы ж не сели посиделки. Ну а как Бог к обсуждать, этому как на будет лавочке относиться, сосед. если они нарушают, во-первых, там написано, вы должны это делать сознательно, преломлять хлеб. То есть вы должны к этому относиться, глубоко переживая его, это само событие, да. Там написано, Иисус рассказывает, как это делается. А вместо этого получается вот такое, в такой форме это все, конечно, что Бог этому будет радоваться, конечно, они будут этому рад. Ну, конечно, он против этого всего. А разве отмечать воскресение Иисуса на детишек и на других людей не влияет благотворно? Еще раз подумают об Иисусе Христе. Воскресение Иисуса Христа? Да. Давайте посмотрим, как на это реагировали апостолы, близкие люди, как на праздник или как на какое-то что-то. Они праздновали это событие? Они как-то какие-то эмоции проявляли, нет? Да. Хорошо, Сергей. А теперь то же самое Рождество перекочевало со всеми обрядами языческими. Какими? Ну, я, может, тонкости не знаю, скажите мне. Мы с датой определились, ее никто не знает. Она вот даже тебе, ну как объяснить, вот тебе 25-го и 7-го праздник. Понятно, что он 2 раза не родился, да? То есть, ну, все понимают, что это не точная дата, там, какие-то там... Нет, это просто различие В в том, календаре. какой календарь. Ну, хорошо. Но дата выбрана день зимнего солнцестояния, когда римляне отмечали день рождения солнца. Ну, Володя, давай определимся так. Володя, мы не знаем точного даты рождения. Вот никто не знает. Ни ты, ни я, ни те, кто его празднуют, не знаю. Вот они решили 25 числа праздновать. А вдруг он 25-го родился, представляешь? И что тогда? А вдруг он и правда 25 числа родился? Что мы сейчас из этой полемики получим? Нет, просто только что мы обсуждали, что отмечать воскресение Иисуса – это в глазах Бога неугодно. Потому что я с этим не согласен. Я с этим не согласен. Ну как, только что ты говорил, что воскресение Иисуса. Да, воскресенье. Я говорю, так наоборот, где ты сказал? Я сказал наоборот. Обратите внимание, как... Воскресенье. В день Пасхи. Ну я ж тебе говорю, что делает сатана? Он святые эти праздники подмешивает туда язычество, и чтобы оно было непригодное к употреблению, ну как бы если ты начинаешь в этом деле разбираться и понимать. Но сам праздник... Подожди. Что вы должны делать? Вы должны радоваться, Иисус воскрес. Правильно? Должны же радоваться. Или не будем радоваться? Или что, поплачем или расстроимся? Как мне реагировать на это событие? Объясните мне. Как вы реагируете? Давай 12-й абзац. А я просто знаю, как апостолы, эти вот ученики, как они были рады, счастливы, это был праздник.
Какой еще читать? Что читать еще раз? 12-й. Многие люди считают, что 12-й да, абзац. да, многие 12-й. люди считают, что происхождение праздников не имеет значения, но Иегова так не думает. Откуда вы знаете, как он так думает или не думает? Он не одобряет праздники, связанные с сложными поклонениями. Согласен, раз. Это да. И прославляющими кого-то из людей, а также патриотические праздники. Два. Пусть будет так же. Ну, вот как бы так. Вот пример. У египтян было много праздников в честь их ложных богов. Когда израильтяне вышли из Египта, они стали праздновать один из египетских праздников. И хотя они называли его праздником, посвященным Иегове, Иегова наказал их за его празднование. Библия призывает нас не прикасаться к нечистому. А вот это у евреев есть там какие-то праздники, какие-то есть праздники, и они описаны, Подожди, и евреи праздновали их. Подожди, экскурс в историю народности Израиля. Ну так они ж праздновали. Вы же говорите все праздники, а что ж не эти тогда? Вот давай мы сосредоточимся на двух местах Писания, а не на том, что у евреев сейчас форшмак подают или еще что-нибудь сегодня, или Хануку, или что-нибудь празднуют. Давай мы сосредоточимся на этом абзаце, обсудим хотя бы один. Не, абзац мне ваш понятен. Да, давайте не абзац обсудить, а если есть в Библии написано прямо конкретно, не ваше обобщение. Прямо написано. Давайте. Исайя 52:11. Открываем. Читаем. Уходите, Читаем. уходите, выходите оттуда, не прикасайтесь к нечистому, выходите из его среды, храните себя чистыми, вы, кто носит принадлежности дома его. Все. Уходите, я согласен, уходите из нечистого. Когда ты находишься нечистым, ты не можешь, у тебя не может быть отношений с Богом. Пауза. Ну, я все сказал. Какая пауза? Все закончено здесь. А нечего сказать. Вот все, нет. Лота под белые рученьки выводили из Содома и Гоморры. Почему? Почему? Лота с семьей. Да вот там еще тот красавчик, тоже святой еще тот. Ну ладно. Ну а чего? А давайте обговорим. Ну вот же святость, как же, вот оно все относительно получается. Относительно. Человек напился, сильно напился, так что не понимал, с кем занимается сексом. С одной, потом с другой. Со своих дочерей. Это святой, человек святой. Бог его так назвал. Что вы хотите? Скажите. Так в Библии написано. Он святой. Такое поведение угодно Богу? Не угодно. 100% не угодно. Но он святой. Я тебе говорю до того, когда он напился. До или после, какая разница? Когда пьянка со святостью не имеет ничего общего. Выводили его из Содома и Гоморры. По какой причине? Ну, причина понятна. Понятна причина. Да, надо было отделиться. Он самый святой был там из всех. Потому что надо было уничтожать, и его уже не мог дальше терпеть Содом и Гоморру. Сейчас проблема та же, как Ной отделился от мира, и в ковчег зашел, никто больше неделю за ним не зашел. Помогали, может, ему сено накосить туда зверью, вот, чтобы было кормить. Это мне нравится, Виктор, когда ты начинаешь картинки рисовать. Вот прям так мило, так вообще здорово. Ну нормально, реально, честно. Соберутся перед ним все народы земли, перед Иисусом, когда Сын Человеческий придет во всей славе своей, и с ним ангелы его, и отделит он одних от других, как овец от козлов. Отделяться нужно. Потом Иисус сам говорил: не мир принес я, но меч. Разделю там и брата, и отца с матерью, и сына с отцом, и так далее, невестку со свекровью. Разделение. Двое будут в поле, один возьмется, другой оставится. Проблема: выйти от нее, народ мой, и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому. Ты согласен? Нечистота не имеет ничего общего. Даже что корни были языческие, давно, мол, не нами заведено. Но мы должны сами принять решение
и, как ты говоришь, пластырь рвануть, сделать апелляцию. Все правильно. Вот, что я делаю? Я ни в одной религии не состою. Понимаете? Я уже вышел, я вышел из всех, я вышел из религии, вышел, уже приготовился. Ну, видишь, ты хорошее дело сделал. Конечно, вышел из религии, не прикасаясь к нечистоте, потому что через религию идет нечистота, полно ее. Обмана, манипуляции, нечистоты через религию заходит. Ушел. Володя, мне не достает твоего хода мыслей. Ну, Володя, Володя, я понимаю, Володя, потому что я-то так не обещаю. Ну, я, конечно, я не присутствовал на изучениях, на ваших обсуждениях до этого. Вот предыдущая глава была о том, какое поклонение одобряет Бог. То вот мне было бы интересно знать, к каким выводам Сергей пришел после того, как там были обсуждены признаки истинных христиан. Да, Есть сегодня такая религия или нет, одобряемая Богом? Ну, я знаю, что Бог сказал, я знаю, что Бог сказал в Откровении, что всякую, и она будет, эта религия, опозорена, вот, и с ней он разберется отдельно, с религией. Сложно. С религией разберется Бог. Он разберется с религией, потому что религия это такая вещь. Вот есть Бог, вот есть ты, Володя, есть религия. И религия тебе говорит, ты с Богом общаться напрямую не можешь, только через меня. Вот только через меня. Я тебе расскажу как. И это правильно на определенном этапе. А потом это будет разрушено. Потому что такие посредники, которые чуть-чуть путают, не нужны будут Богу. А сейчас нужны как костыль. Вот просто вот ты маленький, я там, например, маленький человек, я не знаю, с чего начать. И вот приходят ко мне свидетели Иеговы и говорят, есть Бог, Он тебя любит, пойдем к нам, у нас красиво, мы с тобой будем общаться. И это нормально, это нормальный вход в религию нормальный. С чего-то начинать. Нельзя с нуля и сразу прыгнуть к Богу. Не получится. Но все будут разрушены. Все. Ну, хоть раз я тебе сказал, пойдем к нам, у нас красиво. Ну кому-то, мне нет, потому что ты кому-то сказал, а вот честно скажи, кому-то ж ты сказал так. Ну было такое, я знаю, что было. Ну это так не бывает, ну и ты на что-то другое, я не, ну кто-то говорит так, я знаю, что говорят так. Ну а правда, там что, красиво, там и правда, хорошо там. Там хорошо у вас. Ну, ты мастер, Подтверждаю, хорошо. мастер лепить ярлыки, о которых мы и понятия не имеем. Не говорили такого. Володя, ты сегодня сказал, приписал какой-то, я уже и забыл. Володя Махник. Володя, ну да, сейчас, вот, Виктор, вот сейчас ты на меня ярлыки вешаешь, вот ты на меня сейчас вешаешь. Ты не вешай на нас, на тебя я повешу сколько захочу. Ну вот так получается. Ну ничего, я стерплю. Кроткий я. Сергей, ну а зачем тогда сейчас ты изучаешь Библию вообще вот со свидетелями? Я объяснял, я и Виктору разговаривал, и с Володей. Когда я вот просто в жизни живу, да, постоянно обычной жизни, то недостаточно бытовой жизни, да, недостаточно соприкосновения с Богом. Вы ставите прямой вопрос, ответ, который в половине случаев, даже может чуть больше, рождается именно в общении вот здесь, вот прямо сейчас. Это моя практика. Вот я ее так практикую. Вот именно я пускаю Дух Святой, я его не отвергаю, я перед ним покоряюсь и пытаюсь понять, что на самом деле написано в Библии, как это все более глубоко на это смотрю. Благодаря вам, и очень, кстати, благодарен, оценю вас всех, вот честно ценю, вот честно, люблю, вот правда люблю. Но мне религия не нужна. Ну, просто потому что. Ладно, мы на сегодня на этом абзаце я птичку поставил. Учитывайте чувства других. Этой же главы подзаголовок оставили на будущее. Давайте. А сегодня попросим брата Володю, он обратится в заключительной молитве с нами. Может, я просто в конце еще вот, чтобы закончить мысль, Сергею скажу, что дело в том, что
свидетели Иеговы проводят с людьми изучение не просто для того, чтобы там расширить людям понимание Божьего Слова, например, да, или кому-то интересно с нами общаться. Вот Иисус дал ученикам конкретное повеление и цель. Это его последние слова перед тем, как оставить землю. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому идите и во всех народах подготавливайте учеников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я вам повелел». То есть, Иисус говорит: «И я с вами во все дни до завершения этой системы вещей». Получается, Иисус дал ученикам задание, чтобы они обучали других, чтобы те люди крестились и тоже становились учениками. Подготавливайте учеников. Вот смысл изучения. Я ученик Бога. Вот я возьму на себя Но- такую смелость сказать, ученик Бога. Но Вы тоже если- ученики, вы всю истину не знаете, и я не знаю. Вместе с вами я ее обсуждаю и пытаюсь понять более глубже. За это я вас благодарю. Если у вас какие-то есть претензии ко мне, никто никому ничего не... Нет, значит нет. Ну вот так. Нет, просто если человек, например, во время изучения со свидетелями Иеговы принимает эти истины, соглашается с тем, что все, чему мы учим, основано на Писании, и сам хочет стать свидетелем Иеговы, Ну, мы так же- ему в этом помогаем. Вот смотри, Володя, я тебе вот просто прямой вопрос задам. Он реально будет немножко неприятный. Ну, вот потому что я про религию спрошу вот у тебя. Вот смотри, есть организация имени Бога. Это ваша организация. Но звучание имени вы не знаете. Вы не знаете. Есть тетраграмматон. Как оно звучит, вы не знаете. И Бог вам его не сказал, потому что он знал, что в 19 веке будут ребята, которые захотят это имя взять в оборот. Понимаешь? Нету просто религии, которая абсолютно верна. Они будут все уничтожены, все религии будут уничтожены. Нету ее. Каждая религия, она приходит в ум несовершенный, искажается, манипулируется. Есть очень важные моменты, которые в вашей религии, я только говорю, да, так оно и есть, и вы молодцы, вы делаете правильно. Это как, вы знаете, надстройка. Вот есть вот, если брать какую-то религию такую вот, ну вот возьмем, как я говорил, да, вот православная, да, которая на этих всех, у вас, можно сказать, более новый уровень, более она интеллигентная, да, то есть какие-то моменты там с опорой на Библию. Но есть моменты, которые вы трактуете, я готов сказать, что это не так есть, понимаете, не это есть истина. Вот вы ее так понимаете, это ваше учение. Сережа, мою жену в паспорте написано Айслу. А зовут Алла. Она откликается и на то, и на то. Да, вот тут так не прокатит. Сергей, если бы это было принципиально, Бог позаботился бы о том, чтобы до нас дошло точное звучание Божьего имени. Да. Но принципиальным является употреблять имя. И была бы ошибка его не употреблять, объясняя это тем, что мы не знаем. Вот ты помнишь, я про день рождения рассказывал. Вот давай, в следующий раз мы встретимся, ты мне не Сергей, а Себрекагагу. Что я тебе скажу? Сережа, это же не Сергей. Ну, это одно из имен, да. Вы говорите, оно есть одно, но прописано. Мы на этом остановились. Я это принял. Серж. Не надо. Французский момент. Не надо. Просто поймите, имя Бога, если, не дай Бог вам его услышать, потому что будет такое давление в ушах, что в ушки просто и кровь пойдет из ушей. Ну, вот Об этом где-то написано? Это просто очень мощная энергия. Наше тело очень слабенькое. Слышать имя Бога. Вот оно просто не предназначено для этого. А почему Бог сообщил Моисею это имя? Его употребляли... Ну почему? Там целая куча версий есть, как называют. Я на эту тему не буду спорить. Я акцентирую внимание на том, что вы организация имени Бога, о которой не знаете звучание. Это о чем-то тоже говорит. Но это для меня новое твое постулат. Твой, он возник, наверное, недавно. Вот прям вот недавно, сегодня. Но
это единственная организация, которая Божье имя носит и употребляет, в отличие от других, которые Все, называют себя дальше спорить я христианскими. не буду, потому что как бы не хочу спорить. Ну, ну, как бы я понимаю вашу позицию, прекрасно понимаю. Ну, вот. Не могу это оспаривать. Зачем? Но это новое что-то у тебя появилось, где-то это вычитал. А Копаешь, зачем же мне наверное. читать? А зачем же мне читать? Бог, если ты настроишься правильно, Бог все скажет. Ты же отрицаешь то, что можешь с Богом общаться. Ты отрицаешь. Вот смотри, я тебе еще Я такой не вот есть. отрицаю, как это, я обращаюсь Через к Библию, молитве. хорошо, смотри. Вот видишь, есть эти палеонтологи, да, которые изучают там какие-то останки древности, да, вот они шли и увидели след мамонта. Мамонта нет, он закаменел, и они начинают его исследовать. Вот был такой мамонт, мы знаем, потом кости нашли. Вот то же самое происходит и был свет, отражение в материальном мире, и вы исследуете этот след. Но есть Бог, который больше, онлайн, вы понимаете, то, что я говорю, офлайн и онлайн. Это значительно больше. И вы не поместите вот этот вот след, который остался. Он есть, да, он правильный, он есть. Ну все. Спасибо, Помолимся. Сережа, Да. за то, что ты откровение мы с вами. Да, Володя, попросим теперь Володю. Наш Небесный Отец Иегова, мы тебе очень благодарны за дар жизни и за то, что ты нам открыл удивительные истины из Писания. Мы можем знать о тебе, о твоем Сыне, о твоих прекрасных замыслах для людей. И мы хотим угождать тебе во всем, иметь твое одобрение. Помогай, пожалуйста, и дальше нам глубоко исследовать Писание, приближаться к тебе и жить в согласии с тем, чему ты нас обучаешь. Поддерживай нас Святым Духом. Мы очень нуждаемся в Твоей силе, в Твоей мудрости и руководстве. И просим принять молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Володя. Вот тебе лично спасибо. Вот ты очень искренний человек. Вот, вот просто видно по лицу. Вот я просто говорю, как есть. Я присоединяюсь к тебе, Сережа. Да, спасибо. Володя, не отключайся пока, ладно? Да, всего доброго, до свидания, Хорошо. спасибо. До свидания, Сергей. Пока, Счастливо. Сережа. Счастливо.